Друзья, всем привет! В эфире снова Док-Ток и моя бессменная соведущая Ольга Орлаускас. И Никита Тихонов-Рау. Соведущий. С нами сегодня в эфире Елена Коломоец, корпоративный врач «Русал», руководитель благотворительного фонда «Русал Гвинеи» и начальник медицинской службы компании в Гвинее, а также Константин Сарваниди, главный специалист по логистике и обеспечению организации «Русская гуманитарная миссия». Мы ждем еще одного героя, Дмитрия Бондаренко, эксперта. Когда он придет, он не может добраться к нам по московским пробкам, соответственно, мы его ждем. Как только он придет, мы его тоже представим. Я хочу, чтобы сегодня первый вопрос задала Ольга и обозначила тему нашей сегодняшней дискуссии. Вопросов у нас на самом деле очень много. Я начну немножко от печки. Я когда была еще совсем юной студенткой журфака, к нам пришел один педагог, молодой человек, который раздал нам белый листик и сказал: а теперь нарисуйте мне карту африканского континента и все страны. И то, что было нарисовано, естественно, такие зияющие пустоты, у некоторых просто вот контур континента. Дело в том, что вот люди, которые живут в Европе, в частности в России, в Америке, говорят про Африку, я имею в виду обычный человек, среднестатистический, про Африку как вот какой-то такой вот там континент, вот у них там сложности какие-то есть, но они классно танцуют, им, в общем-то, есть очень много миграции в Европу, ну и, наверное, там где-то вот практически все и заканчивается, все знание про Африку. Но события 2014 года, когда была вспышка Эболы, показали, что на самом деле африканский континент – это не Марс, это часть нашей планеты, и мы взаимосвязаны все, живущие на этой планете. И Эбола – это не вопрос исключительно африканцев, это вопрос человечества. И как повод мы возьмем сегодня тему Эболы, мы поговорим с вами об этом. Но мне бы хотелось, конечно, узнать от вас, как от специалистов, что вообще в принципе себя представляет жизнь в Африке, что это вообще такое, как это. Мы вот продюсировали кино, но наша коллега летал непосредственно, Гаина Петросян, а мы как-то остались вот так вот заинтригованы. Как там вообще? Давайте начнем с вас, Елена. Расскажите нам, пожалуйста, вот как происходила вообще вот эта вспышка Эболы, почему весь мир содрогался, почему это было так страшно? Почему страшно? Потому что сейчас очень легко люди передвигаются. Очень легко передвигаются, то есть очень легко человек садится в самолет, оказывается, в любой благополучной европейской стране, и врачи, которые очень давно не сталкивались, а врачей надо постоянно тренировать, да, и они просто это могут пропустить, и это распространяется как лесной пожар просто. Эбола, как-то это привычнее так называть, Эбола, да? они по-разному называли разные вариации, названа по названию реки в Конго. Вообще Конго — это природный резервуар. У любых вот болезней, которые передаются не только от человека к человеку, а от каких-то животных, которые в природе в дикой живут, к человеку, у них есть резервуар, то есть вирус никогда не умирает, пустоты не бывает. То есть он где-то там, животные не так глубоко болеют, как человек, животные не так страдают, но кто-то умирает, а кто-то живет дальше, и вирус изменяется дальше. Вот. По поводу вот жизни в Африке, очень яркая, очень насыщенная, очень непростая, потому что все как бы вот для нас чересчур. Я вчера только прилетела, правда, вот это наша русская красота, листья, недостаток света, нам ближе, а там все яркое, яркое солнце. Если ливень, то это тропический ливень. Если солнце, то это очень ярко все, земля красная. Люди одеты очень ярко, то есть я постоянно любуюсь женщинами, которые одеты просто как цветы какие-то. Но дело в том, что Гвинея, она входит в шестерку беднейших стран мира, да, и очень большая разница между бедными, богатыми, и, соответственно, система здравоохранения очень страдала в то время. Сейчас они начали делать изменения, поэтому здесь это положительно. Давайте расскажем нашему зрителю, Да. что вы имели непосредственное отношение к победе, если не окончательной, то во всяком случае такой довольно ощутимый, над вирусом. Расскажите, пожалуйста. Это правда. Я начну с того, что, вылетая сюда, в аэропорту, я повстречалась с гвинейцем, который сказал: вы знаете, мадам, ваш госпиталь
в Киндии спас моего родственника. Я думаю, ну надо же. Это вот приятно. просто, да, случайная такая встреча. Ну, мы разговорились. На самом деле это решение было необычным для компании. Компания, которая занимается производством алюминия, которая присутствует в Гвинее с 2000 года, могу путаться, 2010 года. Уже достаточно много лет. Очень много лет, да. И, в общем, делала какие-то свои задачи технические, решала. И когда наступил вот эта паника, так как я в то время там была, я просто чувствовала это. Эмоционально было как не по себе, это очень легко сказать. Когда больные, нарастали количество больных, и ты не знал, сколько будет завтра, 10, 100, 1000, и какие районы охватит. Потому что 2-миллионный город Конакри, столица, там очень быстро может все распространиться. В деревнях это как-то ограничено. Вот. И компания приняла решение не сворачивать производство, а оставаться. Это первое решение было. Я так понимаю, что некоторые компании бежали. Вообще практически Эвакуировались. все. Да, там компании, просто это была большая растерянность. Люди встали перед проблемой, не знали, какое будет решение, что надо делать в отношении тех, кто работает там вместе. Поэтому мы просто закрывали и эвакуировали. Вы всё. остались. Ну, мы разработали программу. На самом деле мы разработали программу. То, кто останется, кто может уехать. Программу, как себя защитить. Но на основании тех данных, которые были там с 1976 года, когда вспышки были в Конго и в других странах, да, обрабатывать там руки, обрабатывать что-то, переносится с грозой. Очень много вопросов, на которые не было ответа. Как переносится? По воздуху переносится или нет? С мышами, с укусами, с чем? Давайте попробуем для нашего зрителя, которые, я надеюсь, большинство из них, конечно, не сталкивались с Эболой или только в пространстве нашего фильма. Давайте просто объясним вот так на пальцах, что такое Эбола, что чувствует человек, как происходит симптоматика Я понимаю, заболевания. да. Я начну тоже немножко издали. Когда еще мы были студентами, и это была группа, называется геморрагические лихорадки. Что такое геморрагические? Это когда течет кровь. Может из глаз течь, из носа, абсолютно из ушей. То есть начинает течь кровь по медицинским причинам. И к этому плюс лихорадка, высокая температура у людей. И может присоединяться все, что угодно. Вот все, что вы придумаете, от головной боли до всего-всего. Это объединяет несколько заболеваний. И вот этот вирус, именно этот вирус, он странно себя вел в эту эпидемию. Это тоже мы не сразу поняли. Вот этих геморрагий не было. А дело в том, что в Африке очень много болезней. Это щедрая страна, как на солнце, так и на различные болезни. Вот. И человек малярии болеет точно с такими же симптомами. Он приходит и говорит: у меня ломит поясницу, у меня высокая температура, что-то там я... Наша съемочная Вот так. группа, когда вернулась, там было 2 оператора и режиссер, они все болели со страшной силой, и были опасения, что что-то они с собой привезли. В итоге все как-то обошлось, слава богу. Константин, а вот все те симптомы, про которые рассказывает сейчас наша коллега, вы это все видели? Вы с этим сталкивались, вы это наблюдали? Нет, мы не видели эти симптомы, потому что на тот момент, когда мы посещали центр, там уже не было людей, которые болеют. То есть, единственное, что как бы такое легкое чувство болезни ты можешь испытать, когда делаешь прививку от золотой лихорадки, но это тоже, насколько я понимаю, это не каждого коснется, то есть зависит от конкретного человека иммунитета. Когда ты делаешь без прививки, да, то, о чем мне сказали. Вот вы присоединились, я так понимаю, есть некий общий, я бы так сказала, проект, который вас в каком-то смысле объединяет, да? Вы расскажите, пожалуйста, вот как вы принимаете участие в ситуации в Гвинее? Наша организация получила запрос о том, что существует вот такая проблема, которая уже на тот момент была практически решена. Это был 2016 год. И был список необходимых медицинских расходных материалов, препаратов, которые необходимо было туда доставить. И вот в этот этап включилась русская гуманитарная миссия. В Москве был собран груз, который уже в дальнейшем был доставлен в Конакри и непосредственно в госпиталь. Под грузом имеется в виду вакцина? Да, медицина, расходные материалы. А что за вакцина, такая чудо-вакцина, которая в итоге помогла жителям Гвинеи преодолеть эту проблему? Ну, это не совсем
верно, потому что испытания вакцины сейчас заканчиваются. Одной из вакцин, скажем так. Вакцин на самом деле несколько. И не с помощью вакцины была решена проблема. Да, компания американская начала испытания в то время, и они сейчас проходят в других странах. В Конго в основном сейчас. Там несколько было участников процесса. То есть там была канадская еще вакцина, еще была французская вакцина. Вообще, да, на самом все. деле, очень многие включились в этот процесс, используя молекулы, которые при гриппе когда-то в Японии использовались, и другие молекулы. Ну, я думаю, специалисты больше расскажут, мы больше практики. Давайте на самом деле, приветствуем еще одного нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Бондаренко. Пожалуйста, проходите. Мы знаем, что вы немножко сегодня задержались в московских пробках. Да, к сожалению. Со всеми случается. Так что, чувствуйте себя как дома. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Бондаренко – это заместитель директора Института Африки Российской академии наук по науке и член-корреспондент РАН, доктор исторических наук и профессор. Вот у вас сколько всяких разных регалий и статусов. У меня к вам вопрос сразу. пожалуйста. Мы сейчас обсуждаем широкий спектр вопросов, касающихся Африки, и у меня к вам вопрос. Вот что вас лично влюбило в этот континент? Вы же всю свою жизнь этому посвящаете. Ну, в общем, действительно, всю свою жизнь влюбила. Вы знаете, наверное, детская тяга к экзотике, детская любовь к приключениям, к географии, к истории. Ну и в конечном счете, Африка мои ожидания оправдала и превзошла, потому что, знаете, многие хотят побывать на других планетах, увидеть какие-то другие миры. Я своим студентам всегда говорю, что не надо лететь на Марс, отправляйтесь в Африку, и увидите там совершенно уникальный, совершенно бесконечно красивый и очень не похожий на наш культурный мир. Это то, что я там сам увидел, то, что я полюбил и чем занимаюсь, как вы уже правильно сказали, в общем, всю сознательную жизнь. Если Ох, у нас сегодня будет много к вам вопросов. И первый мой вопрос к вам – это то, что, в принципе, про Африку узнаем мы все в самом раннем детстве, когда мама и папа читают нам прекрасную сказку, что в Африке опасно, да-да-да, и не ходите, дети, в Африку гулять. Да, в Африке акулы, в Африке гориллы, да. И большие злые крокодилы. Да-да-да. Вот. Но я так понимаю, что не все знал наш великий поэт про этот континент. И вот давайте восполним этот недостаток знаний про континент. Там действительно страшно по каким-то причинам. Вы знаете, я не могу так однозначно ответить на ваш вопрос, потому что Африка очень многообразна, очень многогранна. Если вы хотите спросить, есть ли в Африке какие-то опасности, которых нет в нашей повседневной жизни здесь, то, конечно, в частности, даже и прежде всего, эпидемиологическая обстановка в большинстве стран Африки, особенно Западной Африки, гораздо хуже, чем у нас. Это, так сказать, подтверждается любой статистикой и так далее. Но страшно ли? Вы знаете, вот с моей точки зрения, не знаю, согласятся ли со мной коллеги, но с моей точки зрения, когда ты прибываешь в Африку, главное найти некий путь средний между Сциллой и Харибдой беспечности и паники. Вот те, кто умеют найти вот эту вот золотую середину, они чаще всего обходятся без неприятностей, чаще всего, и возвращаются с прекрасными воспоминаниями об Африке. Те, кто или думают, что им море по колено, что они Африку шапками закидают, или наоборот, всего боятся выйти из комнаты и так далее, они и сами не получают никакого удовольствия от поездки и портят поездку окружающим. Так что в Африке действительно есть опасности, связанные прежде всего с эпидемиологической ситуацией. Но вот сказать, что бояться, наверное, все-таки не стоит себя разумно вести, я бы так сказал. А вот еще вопрос. Это впечатление субъективное нашей съемочной группы, когда они вернулись после съемок, они сказали, что, конечно, есть проблемы, и это скорее вопрос к культуре, к менталитету людей, это отсутствие гигиены. То есть вот с чем это связано исторически? Ну, вы знаете, я не вполне соглашусь с вашими сотрудниками, которые ездили. Да? Я был в разных странах далеко за пределами Африки. И могу сказать, что у африканцев, по моим наблюдениям, опять же, я не знаю, согласятся ли со мной, но наоборот, ощущение, так сказать, чувства чистоты и аккуратности есть. Ну, я могу привести примеры, скажем, жила по соседству со мной в Бенине. Бедная семья, у которой был земляной пол.
И вот 3-летняя девочка, она каждый день подметала этот земляной пол, хотя он ничем не отличается От улицы. от земли на улице. Да? Или тоже часто обращал внимание, вот тоже такой же пол. Вот люди приходят, они оставляют обувь у входа в это жилище. То есть скорее это, как мне кажется, вопрос не столько к культуре, сколько к уровню социально-экономического развития, к общей, так сказать, атмосфере, скажем так, общей обстановке в этих странах, нежели... То есть я бы не стал говорить, что такая неаккуратность, нечистоплотность заложена в их культуре. Я этого не наблюдал. Вот мы сейчас пока что говорили с Еленой Константиновной про исключительно Гвинею в контексте того, что это была точка, в которой началась эпидемия Эболы или Эболы, да. А вы были в Гвинее? В Гвинее нет. Я был в 16 странах Африки, но в Гвинее не был. Понятно. Пора. Я-то с удовольствием. Что ж. Я, кстати, слышала до начала записи, что Константин планирует в ближайшее время отправиться в Гвинею, невзирая на то, что там, как я понимаю, временные беспорядки. Я об этих беспорядках только вот сейчас узнал от Елены, то, что Но она это не вновь изменило прибыла. ваше намерение поехать? Намерение, у нас есть задачи, которые надо выполнить. Просто это сейчас еще пока планируемая вся история. А скажите, вообще, что вот лично вас заставляет путешествовать по разным странам? Вы, я так понимаю, бываете и в ситуациях чрезвычайных, в ситуации опасности. Это не только Африка, вы говорили, есть другие страны. Как вас, простите за мой лексикон, занесло вообще вот в эту сферу деятельности? Что заставило? Изначально был проект, который образовался в 2010 году, когда были пожары, и Москву затянуло смогом. И тогда это началось, это было начало волонтерского движения вообще по России. Потом случилось наводнение в Краснодарском крае в 2012 году, которое уже был окончательный такой толчок к развитию волонтерской деятельности. Принимая участие в двух этих ситуациях, было принято решение там, с совместной командой создать проект, который будет работать по чрезвычайным ситуациям в России. И вот до 2015 года он существовал, но сейчас продолжает деятельность, но меня пригласили работать, сказали, можно поработать в ту же сторону, только на международном уровне. И с тех пор, вот с 2015 года, я работаю в русской гуманитарной миссии, которая занимается тем же самым улучшением качества жизни людей, попавших сложную ситуацию в связи с чрезвычайной ситуацией, либо с военными действиями происходящими. А скажите, вот очень провокационный вопрос, но его часто задают. Если в России не все проблемы решены, зачем русской гуманитарной миссии помогать и тратить свой ресурс, и время, и силы на другие страны? Ну, надо, во-первых, Россия очень большая страна, и проблем в ней хватает, я с вами согласен, но надо, во-первых, разделять внутреннюю и внешнюю политику, и мы не можем огородиться забором от всего мира и решать только свои проблемы внутри, не контактируя с другими странами. Как всем известно, и наш бизнес работает за рубежом, и у нас есть политические интересы в тех или иных регионах, которые, собственно говоря, решаются не только путем, не знаю, переговоров в кабинетах наших послов или представителей власти. Это в том числе и корпоративно-социальная ответственность бизнеса, о которой говорила Елена, и гуманитарная деятельность со стороны некоммерческого сектора, потому что наши уважаемые западные коллеги тоже работают в этих регионах, и зачастую образуются некие такие коллаборации. Мы сейчас такой интересный начинаем затрагивать аспект геополитический, да, и инструменты мягкой силы стран и нашей страны в частности. А как вам кажется, вот, наверное, это будет вопрос скорее к Дмитрию, вот насколько Россия и различные некоммерческие организации или социально ответственный бизнес или волонтерское движение на данный момент для России являются вот такими вот инструментами мягкой силы в мире? Ну, мне кажется, или что... в Африке конкретно? Ну, по крайней мере, на примере Африки скажу, что мне кажется, что в недостаточной степени, что это тот ресурс, который мы не используем в той мере, в какой могли бы. И в самых разных аспектах, начиная с поддержки многочисленных выпускников советских еще вузов в африканских странах. К сожалению, мы их мало, недостаточно поддерживаем. И продолжая возможностями использования средств массовой информации, достаточно сказать, что у нас
были в свое время закрыты почти все корпункты в Африке, южнее Сахары, кроме Южной Африки, ЮАР, где открыли в постапартеидный период. Наши культурные центры стали крайне малочисленными. Буквально в 4 странах Африки южнее Сахары они существуют сегодня. И так далее, и так далее. И именно вот этот гуманитарный аспект сотрудничества, или, если посмотреть с другой стороны, вот, использование мягкой силы, я думаю, что это то, что Россия недоиспользует. На самом деле, знаете, мы соскочили на паузу в очень момент интересной дискуссии. То, что сейчас просится обсудить, вот мы с вами все граждане нашей страны, России. И все мы с вами ощущаем себя как жителями нашей страны, так и частью глобального мира, в котором мы существуем. Смотрите, как интересно тематически. У нас собрались сегодня вот все, можно сказать, такая репрезентативная тусовка, да? То есть у нас есть медик, у нас есть специалист по волонтерству, по организации волонтерской деятельности, у нас есть специалист по вопросам геополитики, истории, антрополог. Да? Антрополог. И у нас с вами есть в лице нас деятели культуры, кинематографисты. И, в принципе, нам всем не все равно, да, как наша страна будет с вами присутствовать на международном поле. И вот об этом я сейчас бы и хотел поговорить. Мы обсудили, что недостаточно активно, да, страна действует в международном аспекте в части того, что называется в современном мире мягкой силой. А что такое мягкая сила? Ну, мягкая сила – это понятие, которое было введено не у нас, оно было введено, так сказать, за рубежом, soft power. Это обеспечение интересов своего государства, своей страны посредством, прежде всего, гуманитарного сотрудничества, продвижения позитивного образа своей страны и тем самым создания предпосылок для успешного проведения внешней политики в данной стране. А вот какие страны полностью или практически полностью весь вот этот ресурс soft power на территории Африки эксплуатируют или используют? Ну, я не могу судить полностью или не полностью, потому что, в общем-то, предела, наверное, предела совершенства нет. Но очень активно сегодня использует Китай. Ух ты! Очень активно. Китай дает огромное количество стипендий африканским студентам на обучение в Китае. Я с ними разговариваю, говорю: ребята, вас не пугает перспектива учить китайский язык? Нет, не пугает. А потом эти люди возвращаются домой, и они уже, в общем, так сказать, так или иначе оказываются связанными с Китаем. Да. Далее. Агентство Синьхуа предоставляет свой контент бесплатно многим африканским странам. Надо понимать, что в африканских странах своя журналистика, и тележурналистика, да и печатная журналистика на, в общем, низком уровне. Ну, да. Это связано прежде всего с тем, что у них нет ни финансов достаточных, ни кадров, чтобы посылать своих журналистов куда-то. То есть они вынуждены ретранслировать то, что они получают от кого-то. До сих пор они в основном получали из своих бывших метрополий, ну, англоязычные страны еще из США, CNN, скажем, да. Сегодня в огромной степени им обеспечивает этот контент Китай. То есть они, получается, вот эту повестку китайскую... Да, они вольно или невольно ее, естественно, транслируют. Очень круто. Да, интересная технология. когда они получают эту информацию. Дальше. Огромное строительство китайцы развернули в Африке социальных объектов. Конечно, в огромной степени они строят правительственные комплексы. Вот в разных странах я бывал, новые правительственные комплексы, они все один на другой похожи, видно сразу, что китайцы делали. Но при этом, скажем, стадионы во многих странах, многие больницы, они строят и везде оставляют табличку. Там построено вот, дар китайского народа или там результат сотрудничества и так далее. Эти таблички, кстати, оставляют все. Ну, вот из последних примеров, если не брать так называемые великие державы, да, вот буквально недавно я был в Танзании, новую набережную в главном городе страны, Дар-эс-Саламе, сделали. Смотрю, табличка, результаты сотрудничества Танзании с Кореей. Вот, и так далее, и так далее. А вот у меня, из моего личного опыта, я долгое время жила в Испании, и университеты, некоторые, в частности, вот Opus Dei, своих медиков, выпускников, они первым делом, первый год
ну, не то чтобы обязывают, ну, да, рекомендуют очень активно стать волонтером, поехать в страны Африки и поработать там врачом бесплатно. Они говорят, что это связано с тем, что человек, увидев столько болезней, проблем, неустроенности какой-то, нет такой вот медицины на таком высоком уровне, как в Европе, возвращается совершенно другим врачом. Но я так понимаю, что у этого, наверное, есть и оборотная сторона, что это тоже такой soft power. А вот помимо больницы, которую мы сейчас упоминали, вот что мы могли бы еще с нашими особенностями, да, использовать, вот, помимо того, что вы уже упомянули, что мы сейчас могли бы такого вот сделать для Африки хорошего, чтобы, ну, не повесить табличку, да, но в их сознании быть друзьями и партнерами? Что приходит на ум? Для студентов, например. Вы знаете, я проводил исследования, ну, не совсем на эту тему, но на близкую тему, в общем, образ России в Африке, в разных странах. И мне запомнилась фраза одного нигерийского респондента, что мы ценим тех, кого мы знаем. То есть, первое, очень слабое видимое присутствие России в Африке до сих пор. То есть очень мало, ну, в Гвинее, может быть, в этом смысле отчасти исключение благодаря «Русалу». Но в целом, да, вы в Африке очень мало увидите офисов наших компаний, вы увидите очень мало школ с изучением русского языка и так далее и тому подобное. Это первое. Второе, это то, что необходимы социальные проекты. Необходимы социальные проекты. Здесь можно даже и не выдумывать чего-то особенного, потому что для Африки всегда актуальны больницы, всегда актуальны школы, детские сады и все прочее, что, кстати говоря, отчасти делал и Советский Союз. И опять-таки вот тот фильм, по поводу которого мы сегодня собрались, он об этом тоже свидетельствует, да, что «Русал», в частности, безусловно, и я так понял, что это один из посылов фильма, что «Русал» заработал положительную репутацию в глазах гвинейцев именно благодаря тому, что врачи помогали им в ситуации с эпидемией Эболы. Не потому, что «Русал» вывозит бокситы, а потому, что помогали врачи спасать людей. Ну, это просто действительно такой, наверное, один из уникальных случаев. Да, я бы добавила, можно? Конечно. Я вот по поводу студентов. Ну, не только мы строим там, вот построили этот госпиталь, так как я директор благотворительного фонда, и вот эта вся благотворительность мы тоже делаем на своем уровне. Мы, допустим, в 2011 году 100 студентам дали стипендию, отправили их сюда учиться на разные специальности, от врачей до мастеров там, железнодорожных, горнорудных и так далее. Они закончили, вернулись в Гвинею, что очень важно. И в этом году, вернее, в 2018 году, в прошлом мы повторили этот опыт, 101 студент был набран, и сейчас опять учатся. То есть, ну, свой вклад, как мы можем, на каком уровне мы можем, мы вносим. И строительство, ну, не госпиталей в нашем понимании, а медицинских центров в деревнях, строительство скважин чистой питьевой воды, что очень важно. При этом мы каждый раз говорим, что вода – это основа жизни. Они очень как бы внимательно всегда слушают. Елена, знаете, я здесь не могу не задать этот вопрос, который, конечно же, возникает, я думаю, абсолютно у большинства наших зрителей. Ну, смотрите, в данном случае вот компания «Русал» – это, конечно же, бизнес-компания. И основные ее показатели, ради которых она работает, это бизнес-показатели. Да? А в то же время абсолютно очевидно, что огромное количество компаний поступили по-другому. Они ушли, да? Они, можно сказать, оставили и территорию, и людей абсолютно в беде, никак не поучаствовав в их судьбе. И вот тут у меня возникает вопрос. Вот вы, как человек, который работает внутри компании, вы изнутри чувствуете это настроение. Сколько там было бизнес-мотивов и сколько там было гуманистических мотивов со стороны руководства? Вы знаете, ну, по моим ощущениям, для меня это было неожиданностью. Я об этом говорила в фильме, повторюсь сейчас. Это были гуманистические, потому что, ну, с чего компания, которая занимается вполне определенными вещами, и вдруг там в 50 дней построить госпиталь достаточно далеко, да, в чистом поле. И потом это гуманистические все-таки соображения. А сколько составили инвестиции компании в строительство этого госпиталя? Около $10 миллионов. Да, мы привозили все буквально туда, ну, в том числе и генераторы, в том числе оборудование. Вот как раз пример «Русал», он в этом отношении очень позитивный и, в общем, наверное, до сих пор нечастый для наших компаний, потому что наши компании
частные компании, госкорпорации, они все-таки пришли в Африку позже, чем, скажем, компании западных стран. И там поняли раньше то, о чем я хочу сказать. Потому что когда был Советский Союз, это все шло на уровне, вы сами понимаете, государственной помощи, по государственной линии, там все иначе выглядело. Так вот, наши компании долго не могли понять то, что давно поняли компании западные и быстро сообразили китайцы. Ну, по-своему, конечно, у них там своя специфика. То, что в Африке нельзя вести дела, бизнес-дела, на основе вот голой вот этой марксовой формулы «товар, деньги, товар». Культура другая. Да, культура другая, безусловно. И в Африке без вот этого вот социального компонента, мощного социального компонента, ни одна компания не добьется успеха. Там есть разные механизмы, я видел, как это делается, когда, допустим, строят госпиталь, берут за это как бы бесплатно, да, объявляют об этом на всю страну, но за это получают концессии, скажем, на разработку полезных ископаемых в совершенно другой части страны, о чем не сообщается. Это уже другой вопрос. Но, в принципе, надо понимать, что в Африке успешное ведение бизнеса без, вот, как я уже сказал, социальной составляющей, оно практически невозможно. Практически невозможно. За этим стоят глубокие исторические, культурно-психологические мотивы. Мы могли бы сейчас много об этом говорить. Но недоверчивые. Судя по фильму, они недоверчивые. Дело не в этом, что я даже не могу сказать, недоверчивые или нет. Вряд ли. Здесь просто вопрос в другом. В том, что опять-таки, вот из моих интервью с африканцами, это один человек в Бенине сказал, вы понимаете, у нас такая психология. Мы любим тех, кто нам помогает. Вот, Так все любят? Все любят, но по-разному. Да? В разной степени. Да, там это неотъемлемая часть. Там просто, вот, повторяю, товар, деньги, товар не работает. Да, товар, деньги, товар, плюс постройте нам больницу. Вы знаете, вы вот, сейчас вот упомянули несколько раз в своих словах слово «социальные», да, и я хотел бы за него зацепиться и задать вопрос Константину. Вот на самом деле тема волонтерства – это сейчас в целом в мире, эта тема такая трендовая. Люди занимаются этим по огромному количеству разных мотивов. И туда идут и люди, которые и успешные бизнесмены, и у каждого свой мотив вот, заниматься этой волонтерской деятельностью. В моем сознании и в Европе, и в Соединенных Штатах, и ну, вообще вот в развитых странах, скажем так, вот этот тренд на волонтерство, в частности международное волонтерство, он огромен. Люди едут на год, получают колоссальный опыт, тратятся эмоционально и физически, возвращаются другими людьми, совершенно вот перезагруженными. Да? То есть это не про дауншифтинг, это про что-то вообще другое. Да? Вот, Константин, у меня к вам вопрос, как к такому участнику волонтерской деятельности. Да? У вас вот какой мотив? Что вам дает волонтерство? Ну, сейчас неправильно говорить, что я занимаюсь волонтерством, потому что это моя работа. Это стало профессиональной деятельностью. Но вы же начинали как волонтер. Да, вначале это был волонтерский порыв, потому что когда произошли там то, о чем я сказал, там трагедии пожары в России, да, пожары и наводнения в России, я находился, ну как-то так складывалось, всегда рядом, то есть, ну там в нескольких сотнях километров, либо там в десятках километрах от этой ситуации. И, наверное, это внутреннее любопытство какое-то, поехать и посмотреть своими глазами, как там происходит, потому что в наше время сейчас поток информации, он разный идет, да, и ты не понимаешь, когда тебе говорят, там, наводнение произошло в городе, который ты знаешь, как он выглядит, ты бывал там, ты знаешь, какая там течет узкая река, и тут приходит информация, что там погибли сотни человек, и ты думаешь, как это могло произойти. Ну, и для того, чтобы удостовериться, ты приезжаешь туда, но потом это затягивает, потому что ты понимаешь, что ты можешь помочь людям своими знаниями, то, как организовать работу. Не знаю, у тебя есть возможности там, транспортировки необходимых грузов, ты включаешься в этот процесс, это затягивает, а потом ты уже не можешь остановиться и как бросить, не доделав до конца. Знаете, мы с Ольгой, один из последних проектов, который мы сделали, большой кинопроект, он посвящен волонтерской деятельности. Это фильм «Истории неравнодушных», который в прошлом году там посмотрело полстраны. Но я хотел про что спросить. Там есть одна героиня, девушка из города Уфы, которая, ну, у нее была квартира, она стала ее сдавать, и на вырученные деньги, 20-30 тысяч рублей, она укатила в Африку. Она по образованию врач-инфекционист. Она сейчас в Латинской Америке. Ну, на данный момент она в Латинской Америке, да. Но факт тот, что удивительную картинку мы там сняли. Виктория Валикова ее зовут.
знаете такую, да? Да. Удивительную картинку, когда вдруг девушка, вот она молодая, красивая, прям кровь с молоком, такая Россия совсем, да? И вот мы видим построенные на ее личные средства, На пожертвования. маленькие пожертвования, да, небольшого размера госпиталь, когда она нашла эти деньги еще по местным там людям, кто-то ей там краны от воды давал, кто-то кирпич, кто-то плитку, ну, в общем, она это построила, это даже не русал, понимаете, это просто человек. И над этим небольшим госпиталем веет российский флаг. Вот я вам честно скажу, у меня это до мурашек, потому что я понимаю, что это никакой не государственной политики, никакого финансового ресурса, а просто вот голая воля и страстность, да, пассионарность человека. Почему это вот так мало? Почему это такая вот уникальная история? Почему, Дмитрий, объясните этот феномен? Ну, опять же, наверное, трудно так вот в полной мере объяснить. Может быть, как раз люди, больше связанные с волонтерским движением, это могут объяснить. Но в целом, конечно, по моим наблюдениям, опять же, я не знаю, что вы со мной не согласитесь, по моим наблюдениям, волонтерское движение, конечно, гораздо более развито, допустим, на Западе. В Америке, в европейских странах, чем у нас. И особенно среди молодых людей. Хотя я знаю и у нас молодых людей, которые принимают в этих акциях колоссальное участие. Почему у нас менее развито? Наверное, как мне кажется, это наследие той эпохи, когда за нас все решало государство. Потому что волонтерское движение, оно прежде всего подразумевает личный порыв, личную инициативу, самоорганизацию людей, а не ожидание того, что там из райкома комсомола придет разнарядка отправить там столько-то человек на картошку. Вот все-таки советские годы, наверное, у нас было в достаточной степени атрофировано вот это чувство самоорганизации, желание высовываться, что называется, проявлять себя. Сейчас, я уже сказал, что среди молодых людей я все больше вижу тех, которые в той или иной форме занимаются какой-то, ну, если не волонтерской, то благотворительной деятельностью. Начиная от помощи больным детям и заканчивая действительно поездками в Африку. А вот к вам сейчас приходят молодые люди? Да, и очень много. Сейчас, правда, у нас специфика деятельности, понимаете, наше волонтерство, оно специфичное. То есть волонтерство во время чрезвычайных ситуаций или вооруженных конфликтов, оно связано с некоторыми рисками. И, во-первых, у нас там идет отбор, то есть мы не можем брать всех подряд. Во-вторых, это длительная подготовка. А, как уже сказали, волонтерство — это такой некий душевный порыв. И человек хочет помочь здесь и сейчас, вот прямо сейчас я хочу потратить свое время, там, ресурсы. А когда ты человеку говоришь, ну, надо пройти сначала обучение, это там 3-4 месяца, человек говорит, нет, столько времени нет. Но есть огромное количество других направлений волонтерства, куда можно себя применить. То есть это событийное волонтерство, культурное, там, волонтерство экологическое, то есть много. Дополняя вопрос, почему у нас этого мало, я согласен с коллегой, что некий отпечаток оставило советское наследие, которое занималось этим непосредственно государство. И в той же мягкой силе, если мы сейчас вернемся к Африке, в Африке мягкая сила Советского Союза очень сильно была представлена. И начиная от того, что мы доставляли очень много гуманитарных грузов продовольствия и всего остального, заканчивая культурной составляющей, ездила кинобудка такая и показывала фильмы. То есть тоже узнаваемость, некая узнаваемость России была в африканских странах. После Советского Союза были сложные 90-е годы, когда явно не до волонтерства и благотворительности было в России. А вот начиная с нулевых пошел некий порыв, появились, скажем так, возможности коммуникации между людьми в разных регионах, который регион делился с другим регионом своими проектами, и это масштабировалось на всю страну. И еще один из моментов, то, что сейчас некая политика государства идет на одобрение волонтерства. То есть за волонтерство ты получаешь там некие, Да, скажем есть так, целая система. да. А у меня вот тоже вопрос. Вы сейчас сказали, что вот когда регионы стали делиться, получилось масштабировать. Сейчас волонтеры на международном уровне. Получается тоже делиться проектами между странами? Или, как мы говорили раньше, все-таки вот наши волонтеры — это наша мягкая сила, а их волонтеры — это их мягкая сила? Нет, сейчас я бы не сказал, что есть какая-то конкуренция, тем более в этой сфере вообще Нет этого, да? Не должно быть, и нет, но я не сталкивался с такими вещами. По поводу взаимодействия, я так просто один пример приведу. Совсем недавно, в 2015
2018 или 2017 году, если не изменяет память, прошел форум в Сочи, Всемирный форум молодежи. Как раз вот про эту историю, там было огромное количество волонтеров со стороны России, и приезжали люди, делились своим опытом со всего мира, рассказывали там из Африки, Ближний Восток, Америка, Южная Америка приезжали. Ну, это получается некий прообраз идеального мира, в котором нет конфликтов, люди помогают друг другу, все построено на доверии, на том, что мы построим идеальный мир. И я читала социологическое исследование, очень интересное, что социологи сейчас спорят о трендах. Предусмотреть, что будет в итоге в будущем, мы до конца не можем, но либо будет международный тренд на обострение конфликтов, либо будет тренд на все большую ставку на волонтерскую деятельность. Вот тот прообраз, когда все друг друга только дополняют, и это станет абсолютным трендом. А еще, это довесок, там говорилось, что женщины станут мировыми лидерами. Наконец, скорее бы уж. Поскольку женщины, не все, конечно, но в принципе, да, обладают вот более таким гуманистическим мышлением, ну, если по статистике. Не все. Есть, Ну, если есть очень такие посмотреть агрессивные. руководителей, то есть взять некий срез по третьему сектору, да, в России, большая часть руководителей благотворительных фондов и некоммерческих организаций — это женщины. Большая часть волонтеров, которые приходят, это девушки. Ну, то есть как-то вот... Это пока правда. так. Мы сейчас снимаем фильм про детей-волонтеров, у нас проблема, у нас все девочки. Какой-то женский отряд спасателей. Елена, я хотела бы, чтобы вы еще ответили на вопрос, что вы сказали про бурение скважин воды, да? Что еще сейчас «Русал» предпринимает на территории Гвинеи для того, чтобы, как социально ответственная компания, улучшить жизнь людей? Ну, это работа нон-стоп. Эта работа ведется по... Ну, мы, как правило, хотим получить запросы от коммун или запросы от губернаторов, там, префектов, субпрефектов. В чем проблема? Что больше всего нужно? Нужна вот начальная школа в данном районе, потому что это обязательно идет запрос изначально с земли, потому что это не мы говорим, мы вот тут такие благотворители, вам, знаете, вот неизвестно какой центр, школу. Вот. Ну, основные направления — это медицинские центры, это школы и это скважины. Но помимо этого мы оказываем поддержку женским общинам сельскохозяйственным, потому что в Африке, ну, наверное, вот коллега знает, что нет таких аграрных больших комплексов, и для того, чтобы в деревнях выживали семьи, женщины занимаются сельскохозяйственным производством каким-то. Мы им оказываем помощь. Да, собственно, в большинстве районов Африки основная часть сельскохозяйственного труда — это женский труд. Совершенно верно. Там просто такая система земледелия, что в основном работают женщины. А мужчины что делают? Мужчины, ну, если говорить конкретно, мужчины сначала расчищают участок, то есть выжигают лес, выкорчевывают коренья. И, ну, собственно, на этом их функция заканчивается, потому что сеют, ухаживают за всходами и собирают урожай женщины. Да, совершенно. Им тоже нужен женский лидер, я считаю. У них есть это. Не зря же так говорят «мама Африка», да? Мама Там Африка, женщины, несмотря на то, что, например, Гвинея — это мусульманская страна, положение женщины далеко не... Вообще в африканской семье и в африканском обществе можно смотреть со стороны, да, тогда, конечно, тебе может показаться, что женщина, так сказать, принижена и так далее. Но если так разобраться, проникнуть в суть вопроса, что называется, то видишь, что женщины занимают очень достойное и очень такое определенное место и в семейной жизни, и в общественной жизни. Они не во всех, скажем так, ситуациях выходят из-за спин мужчин. Но, ну, скажем, в традиционной семейной жизни, да, в семейном быту, я не имею в виду общественную деятельность, но они всегда стоят за спиной мужчины, и эта ситуация, как говорят, да, что мужчина голова, а женщина шея, вот она в Африке очень хорошо, так сказать, эта поговорка работает. А какой вообще, вот как вам кажется, в далеком будущем, опять-таки, прогнозирую, как если бы мы были социологами, вот, допустим, прошло 100 лет, как вы думаете, что будет в Африке? Вы понимаете, Китайцы. когда задают такие вопросы, на них хорошо отвечать, потому что можно отвечать совершенно безответственно, да, потому что... Конечно, мы же этого не увидим. Да, но я так не люблю, поэтому я попробую ответить серьезно на ваш вопрос все-таки. Вы знаете,
когда африканские страны в основном получали независимость в 60-е годы, ну, Гвинея в 58-м, одной из первых, но вот 60-е, 70-е годы, это были годы такого очень большого энтузиазма и оптимизма и в самой Африке, и в мире по отношению к будущему Африки. Верилось в то, что сам по себе факт освобождения от колониализма, получения независимости уже даст толчок развитию этих стран. В общем, это все не получилось так, как ожидалось. 80-е, 90-е годы – это были годы очень тяжелые для Африки. Для большинства африканских стран очень много было войн, кровавых режимов. И, в общем, наступил такой афропессимизм, как его назвали в мире. Африку стали называть черной дырой. Но, вы знаете, это к тому, что, конечно, все может меняться быстро. Но если говорить с позиции экономической статистики, с позиции социальных институтов, их анализа, все-таки 2000-е годы – это годы медленного, но и очень разного в разных странах. И не во всех странах, но если говорить об Африке в целом, насколько это вообще возможно. В общем, годы развития Африки. И экономические, и социальные. Я езжу в Африку много лет уже. Я просто вижу, даже приезжаю в одни и те же страны, что, скажем, развиваются институты гражданского общества. То, о чем мы говорили. Все больше становится самоорганизующих, самодостаточных женских организаций, молодежных, профессиональных. И что очень важно, конечно, все-таки при всей медленности этого процесса, тем не менее, развивается система образования. Что Но мы дали 100 лет, так что я надеюсь, что все будет очень хорошо. Давайте надеяться, что через 100 лет общими усилиями гражданского общества, которому не безразлична судьба не только Африки, но и всей планеты, мы с разных сторон сделаем наш земной шарик чуть-чуть лучше силами и геополитики, и волонтерского движения, и неравнодушных медиков, и крупных корпораций, и, конечно же, культуры. А я напоминаю, что сегодня с вами в эфире была программа «Док-Ток». Ольга Арлаускас. Никита Тихонов-Рау. До новых встреч.